Всем привет! Сегодняшний видеообзор будет о котельной, где основным источником тепла является тепловой насос. В данном случае здание имеет отапливаемую площадь порядка 90 квадратных метров. Заказчиком выбран и установлен тепловой насос All-in-One 5-киловаттный, который содержит в себе помимо внутреннего блока еще и бойлер горячего водоснабжения из нержавеющей стали объемом, по-моему, 180 литров. Чтобы продолжить разговор, я прежде расскажу немножко маленькую предысторию. Почему выбрали именно этот? Потому что заказчик меня позвал сюда на объект с просьбой смонтировать гранульный котел. Почему в итоге мы отказались от этого? Ну, давайте будем объективными. Гранульный котел, хорошего класса, будет стоимостью от 2,5 до 3,5, на данную площадь, от 2,5 до 3,5 тысяч евро. Плюс дымоход. Это никто не считает, что это тоже входит в стоимость. Дымоход вам обойдется тоже порядка от 1000 до 2000 евро. Да? Плюс ко всему прочему, при сдаче дома в эксплуатацию вам нужно будет поиметь небольшой геморрой с пожарниками и трубочистами. Поэтому давайте суммируем. Условно говоря, берем среднюю котельную гранульную. 3000 котел со всеми атрибутами. 1500 дымоход. Итого мы получаем 5 евро. А вот это все обошлось евро. Но мы не являемся рабами этого котла. Нам не нужно постоянно с определенной периодичностью таскать для него гранулы, чистить его, следить за ним. Больше 2 недель мы от него отъехать куда-то не можем. И скажем так, я бы сказал, если определенное беспокойство вы всегда имеете при здании, которое все имеет деревянные конструкции, определенный страх всегда существует, что не дай бог что-то произойдет, полыхнет, мало не покажется. Поэтому заказчик внял моим аргументам, и мы поставили вот эту вещь. Давайте покажу, что внутри. Как видите, в дальней части находится теплообменник. Левее находится расширительный бак на систему отопления. Тен. Воздушник. Дальше. Переключающий клапан с режима работы в отоплении на режим нагрева бойлера. И, собственно говоря, автоматика. Как видите, подключение электромонтажной работы здесь сделано следующим образом. Так как моя нелюбовь к Panasonic, она продолжается, в данном случае здесь подключение осуществляется оригинальное по замыслу инженеров снизу, что очень неудобно, согласитесь, когда у вас здесь столько трубопроводов, и у вас тут приходит пучок в 4-5 кабелей с сечением 2,5 квадрата. Согласитесь, здесь это все очень неудобно. Поэтому на задней части высверлили отверстие. Производитель это допускает, между прочим. Скажем так, никто каких-то гарантийных обязательств нам не откажет из-за того, что это реализовано таким вот образом. Завели оттуда соответствующее количество кабелей с соответствующим сечением, интернет-модуль. И вот таким вот образом попали в шкаф, где должны быть произведены все подключения. Идем дальше. Значит, опустились ниже, и что мы здесь видим? Сзади вы видите, вот это вот в теплоизоляции находится бойлер из нержавеющей стали. А вот здесь у нас установлен высокопроизводительный циркуляционный насос. Перед ним, как видите, запорная арматура, фильтр с сеточкой. И что здорово, сейчас нынешние, у них уже новых моделей пошло, что этот фильтр тоже с магнитом. Предохранительный клапан системы отопления. И, соответственно, ввод холодного водоснабжения на бойлер и выход горячего водоснабжения с бойлера уже на систему водоснабжения здания. Обратный трубопровод
система отопления и подающий трубопровод системы отопления. Здесь это все реализовано на американках. И вот в этой части тоже все на американках. Почему? Потому что, ну не дай бог что-то произошло, нужно демонтировать внутренний блок. Мы, перекрыв соответствующие вентиля, отсекая систему отопления, скидываем американки. Видите, вот в нижней части здесь у нас есть еще спускные вентиля. То есть скинули давление, слили, открутили американку и вот так вот фронтально вытаскиваем внутренний блок на себя. Вот как это здесь реализовано. Идем дальше по ходу движения. Это то, что я вам и рассказывал. Вы должны предусмотреть запорную арматуру на подающей и на обратной линии. Как видите, вот она реализована, доступ к ней есть. Дальше по ходу движения установлен сепаратор воздуха. При условии, что вы качественно отвоздушили систему, заполнили и отвоздушили систему отопления, все равно есть риски, что будут образовываться микропузырьки. Эту работу выполнит уже сепаратор воздуха. Дальше. По ходу движения. Перепускной клапан. Его задача это служит, если грубо говоря, как перемычка. При условии, что весьма возможно, что вы на систему отопления установите автоматику, у вас там все будет, все сервоприводы закроются, термоголовки закроются, где тепловой насос возьмет необходимое количество воды для оттайки наружного блока. Вот эту функцию выполняет перепускной клапан. Как это работает? Допустим, система отопления вся закрыта, теплоноситель проходит через перепускной клапан, попадает в буферную емкость, в буферную емкость определенного объема, и это все у нас уходит обратно. Вот как это все делается. В подтверждение моих слов, что буферная емкость необходима, я продемонстрирую вам выдержку из технической документации, где об этом черным по белому написано, что рекомендуется устанавливать для тепловых насосов до 9 киловатт минимум 30 литров в буферную емкость, от 12 киловатт и до 16 50 литров. То есть вы видите, и здесь дальше пишется о том, что то, что я вам и говорил раньше, если у вас в системе отопления есть риски от того, что линии будут перекрыты, буферная емкость обязательно. И дальше в подтверждение моих слов я вам просто продемонстрирую не какие-то мои изобретения, а оригинальные гидравлические схемы производителя. Значит, вот он наш внутренний блок, в данном случае такой. Вот он наш сепаратор воздуха, сепаратор шлама и магнетита. Вот он наш расширительный бак. И вот она наша буферная емкость. Как видите, вот этот способ ее подключения. И вот он наш перепускной клапан. Так что, чтобы не быть голословным, я вам продемонстрировал, как это должно быть исполнена гидравлическая часть. Значит, даже несмотря на то, что у них перед циркуляционным насосом установлен фильтр грубой очистки с магнитом, как вы видели на схеме, производитель настоятельно рекомендует на обратную линию последним по ходу движения устанавливать сепаратор шлама и магнетита. Особенно это актуальная вещь, если у вас есть радиаторное отопление. На что хотелось бы еще обратить внимание. Диаметры трубопровода системы отопления вот до этой части. Минимум по меди это 28, в идеале 35 миллиметров. Дальше остальные, если вы будете использовать какие-то другие трубы там то ли металлопластик, то ли ППР, то исходя из этого и выбирайте их. То есть
Если я сейчас говорю о внутреннем диаметре, то есть это минимум 26 миллиметров. Это минимум. Потому что встречается это главная распространенная ошибка, что бывает, что с металлопластик тут используют чуть ли не 20-ку, ППР 25-ку. То есть это ни в какие ворота не лезет. И это даже может послужить отказом в гарантии и даже может быть и отказы в запуске. Тогда запускайте сами и никаких гарантийных обязательств, и все риски вы берете сами на себя. Идем дальше. Как здесь реализована система отопления? Здесь эти трубопроводы дальше в стене идут и попадают в шкаф теплых полов. Вот он наш шкаф теплых полов. Тут тоже я должен сделать маленькое отступление. У меня со зрением паршивенько. И я заказчиком просто сидя, когда я тут все это дело подключал, говорю, ну вот у меня в планах есть реализовать так, чтобы в шкаф теплых полов была подсветка. Прихожу подключать автоматику, открываю шкаф. И что мы видим? Красота! Взяли и сделали подсветку. Реализовали это здесь, поставили LED-ленту, поставили концевичок. Здесь делаем. Поставили маленький трансформаторчик. Все аккуратненько реализовали. Молодцы. Приятно работать, когда ты на одной волне с заказчиком. Вернее, заказчик с тобой на одной волне. Вот она наша система отопления, как вы видите. Все автоматизировано. И все беспроводное. Значит, последние две линии это два радиатора. То есть радиаторы здесь подбирались с таким расчетом, что даже в минус 20, приблизительно запуская систему отопления 38 градусов, нам этой температуры хватит, дабы обогреть необходимые площади. Ну, собственно говоря, вы видите, как реализован электромонтаж, подключение сервоприводов. Вот они наши сервоприводы. Все красиво и аккуратно. Трубопроводы, как всегда, все теплоизолированы. Значит, вот как реализована система отопления в данном здании. И как это все, скажем так, выглядит. Теперь несколько слов об автоматике. Значит, на внутреннем блоке, как вы видите, установлена автоматика, возможностей которой вполне хватает для реализации любых пожеланий человека. То есть путем нажатия каких-то кнопочек, не заходя никуда в какую-то глубину, да, вы можете изменить, задать необходимые для вас параметры. Если вам надо зайти куда-то дальше, это все, что мы можем сделать еще, это задать необходимую нам кривую для системы отопления. И, собственно говоря, задать ту температуру наружного воздуха, при которой система отопления будет отключена. Все очень просто и примитивно. Единственный, может быть, недостаток, что хотелось бы, конечно, чтобы меню автоматики была возможность выбора языка. В данном случае у нас это латышский, ну либо русский, да. Почему пока нету этого, я не знаю. Ну, скажем так, английский на таком примитивном уровне, я думаю, у нас все знают и спокойно могут разобраться. Вот то, что касательно автоматики. Теперь, как вы видите, в верхней части установлен интернет-модуль. Как? Наверняка захотите посмотреть, как отображается удаленный доступ
на системе отопления при использовании теплового насоса. Вот я захожу в настройки и попадаю, собственно говоря, к данным, к автоматике теплового насоса. Тут у меня есть, это первые идут, это исходные данные. И дальше, вот вы видите то, что можно изменять и настраивать. Вот они, наши сеттинги. Есть юзер, можно зайти как инсталлер и, соответственно, все настраивать. Вот они, наши кривые. То есть очень расширенные настройки. Но эти настройки доступны только монтажнику. В данном случае, я думаю, что для заказчика это очень удобная вещь. Понятное дело, что в начале при получении вот этого агрегата все ходят, смотрят, что это красиво, а как вот этим всем регулировать. Поэтому, набрав телефон, можно всегда монтажнику, можно решить вопросы все. И даже я могу удаленно изменить определенные параметры. Или, допустим, предположим, ситуация, и у вас что-то произошло, вам кажется, что что-то неисправность, всегда звонок, захожу в расширенные настройки, и я могу определить, ибо, как видите, если будут какие-то эрроры, я это все увижу и смогу, скажем так, принять какое-то решение. Ну, статистики пока особой нету, тепловой насос отработал несколько дней всего. Вот так отображается, условно говоря, удаленный доступ для системы отопления теплового насоса. Теперь, наверное, вам будет интересно посмотреть. Я уже, правда, об этом рассказывал, но мне нетрудно еще раз показать. Это мы сняли, я вам показал, как работает удаленный доступ, если к тепловому насосу нужно попасть. А вот как реализована система отопления, удаленный доступ к теплым полам и радиаторному отоплению. Значит, заходим в соответствующее приложение. И вот он наш главный экран. Да? Вот они наши, как вы видите в середине, это наши все помещения указаны. Чуть ниже у нас указан прогноз погоды на неделю. Правее, в правом углу у нас средняя температура по помещению показывается. И вот они, наши все помещения. Мы можем попасть в каждое помещение и настроить, задать ту температуру, которая нам необходима. Вот таким незамысловатым образом. Вот. Вот они все. Как видите, в правом верхнем углу опять же показывается влажность 57%, сейчас 56%, все одинаково. В данном случае пока система отопления не работает, ибо проходит строительные работы, но уже вся автоматика настроена, все запрограммировано, заказчику в последующем останется только развесить комнатные термостаты. Вот так вот выглядит удаленный доступ для системы теплых полов. Точка доступа по рекомендациям производителя должна быть вынесена за пределы шкафа, ибо она еще является и антенной, при помощи которой комнатные термостаты общаются с коммутационным модулем. Длина этого кабеля в оригинальной поставке равна то ли 2, то ли 3 метрам, а максимально, куда ее можно отодвинуть, равняется 5 метрам. Туда приобретаете отдельно кабель 5-метровый. Из моей практики было так, что нужно было чуть дальше расположить. У нас было 7 метров, сделали кабель сами, все в порядке, работает. Но я настоятельно рекомендую, если производитель сказал 5 метров, значит выдержим 5 метров. Вот и вся песня. Значит, как я уже сказал, комнатные термостаты, которые развешиваются по помещениям, отдают сигнал сюда.
Дальше сигнал сюда, и, соответственно, тот или иной контур закрывается, либо открывается, в зависимости от запроса. Вот что касательно автоматики теплых полов, удаленного доступа к системе теплых полов и как реализуется коммутация беспроводной автоматики в шкафу теплых полов. Ну просто шикарно, я так не могу нарадоваться, как это здорово все реализовано. Просто здорово. И качественно, и красиво. И еще и освещение. Нажали, свет погас. Вот как должна реализовываться монтаж наружного блока. Значит, либо вы покупаете оригинальные вещи, устанавливаете через резину, безусловно. Высота монтажа должна быть минимум 40 сантиметров от грунта. Очевидно, это связано с количеством снега, который выпадает. Я думаю, только из-за этого. Дальше. При разморозке здесь достаточно сильный идет поток воды. Можно покупать оригинальные лотки, а можно сделать так, как реализовал заказчик это сам. Я просто предложил идею. Они взяли из нержавейки, выгнули вот такой лоточек. Туда вовнутрь установили обогревающий кабель. Как я понимаю, залили здесь бетонную пятку, а в нижней части находится галька, куда, собственно говоря, по этому трубопроводу стекает при оттаивании вода. И там дальше рассасывается. Вот как реализуется монтаж, должен быть реализован монтаж наружного блока. На что хотелось бы еще сказать. Расстояние от стены здания до наружного блока должно быть минимум 100 мм, в идеале миллиметров 200. Как реализована дальше часть подключения фреоновой части и электромонтаж. Очень все симпатично. Через гофру, через резиновую вот такую вот вставочку выкрасили в цвет здания. Значит, ну и, собственно говоря, сам электромонтаж. Вот в этой части. Вот как работает. Вот я сейчас специально микрофон держу приблизительно на расстоянии метра от наружного блока. И вы слышите уровень шума. Кроме ветра я ничего. Воя ветра ничего не ощущаю. Вот вкратце, как должна быть реализован монтаж наружного блока. Если мы говорим о требованиях производителя. Все согласно их инструкций. На этом мой рассказ о котельной, где основным источником тепла является тепловой насос TCAP All-in-One, это с встроенным бойлером горячего водоснабжения. Если у кого-то возникли какие-то вопросы, пишем в комментариях. Подписываемся на канал и не забываем ставить лайки. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!